Арендаторы квартиры в США пытались связать скотчем агента по недвижимости, потому что не хотели съезжать из квартиры. А у нас в Дубае никто никого не связывает скотчем, потому что все сделки проходят онлайн. Никому никуда ездить не надо. И камеры висят по всему городу. Как использовать пластиковые бутылки вместо денег? Где в Дубае официально оплачивать покупки рублями? И куда скоро переселятся все миллионеры Дубая? Меня зовут Михаил Слободчиков. Это горячие новости Арабских Эмиратов. В Арабских Эмиратах хотят запустить криптовалюту, привязанную к дирхаму. Об этом сообщила компания цифровых активов Tether, которая выпускает криптовалюту USDT. Многие из вас слышали или знают про USDT, но те, кто не в курсе, USDT – это криптовалюта, привязанная к доллару. Ее считают одной из стабильных монет и используют для перемещения цифровых активов между биржами. В отличие, например, от биткоина, курс USDT довольно стабилен. Так вот, эту дирхамовую криптовалюту хотят запустить уже в следующем 2025 году. Представьте себе картину. Идешь и покупаешь квартиру за криптовалюту. Никаких проблем с банковскими переводами, изменением курса, подтверждением дохода. Офигенно! Недавно, кстати, суд первой инстанции в Дубае признал законом выплаты заработной платы в крипте. Если это будет не единичный случай, то можно говорить о том, что цифровые валюты начинают интегрироваться в правовую и экономическую системы Арабских Эмиратов. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Лично я ставлю лайк и полностью поддерживаю эту идею. Ну а вы можете тоже поставить лайк этому видео. Едем дальше. В Абу-Даби скоро можно будет оплачивать проезд на автобусе, сдавая пластиковые бутылки на переработку. За это будут начислять баллы, которые можно использовать для пополнения транспортной карты. Чтобы заработать баллы, нужно скачать приложение Cycle Rewards. За пластиковую бутылку объемом 600 мл будут начислять 1 балл. За бутылки большим объемом 2 балла. 10 набранных баллов равны 1 дирхаму. Очень классная инициатива. Многие из вас знают, что в Арабских Эмиратах с экологией все непросто. Мы можем наблюдать, как власти Арабских Эмиратов решают эту проблему, в том числе таким интересным способом. Оплата покупок рублями стала возможна с 1 августа в большинстве магазинов 1 и 3 терминалов аэропорта DXB. Однако курс обмена существенно выше. При оплате наличными курс будет доходить до 32 рублей за 1 дирхам, при рыночном курсе 23,5 рубля за дирхам. Просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Также к оплате принимаются карты российских банков с платежной системой UnionPay. Курс при таких транзакциях будет составлять около 25 рублей за дирхам. Что ж, пользуйтесь на здоровье. Если вы спешите обменять ваши деревянные на арабские сувениры, добро пожаловать в Duty Free. В сентябре RTA, это такая транспортная компания Дубая, запускает новый туристический автобус по типу Hop-on-Hop-off, который будет курсировать с 10 утра до 10 вечера. Данная инициатива направлена на привлечение туристов и местных жителей к посещению культовых достопримечательностей города. Туризм в Дубае – это одно из главных направлений, которое стимулирует рост экономики и ВВП Эмирата. Это подчеркнул генеральный директор RTA Матар Мухаммед Аль-Таир. Автобус будет выезжать от Дубай-Молла и проследует через такие достопримечательности, как Дубай-Фрейм, Музей будущего, Голд-Сук, пляж Ла-Мер и мой любимый район Сити-Вок. Также эти автобусы будут интегрированы в городскую систему транспорта. Иными словами, вы сможете пересесть из автобуса Hop-on-Hop-off на метро, морской транспорт или обычный районный автобус. Стоимость такого проезда составит 35 дирхам, а сама поездка продлится около 2 часов. Лично я сам с удовольствием прокачусь на таком автобусе. Уверен, туристам это точно зайдет. Уже в октябре этого года в Абу-Даби откроется самое большое в мире рукотворное место для серфинга. Приставка «самый» теперь используется не только в Дубае, но и в Абу-Даби. Компания Surf Абу-Даби в коллаборации с профессиональным серфером Келли Слейтером предложит передовую технологию по созданию искусственной волны на городском острове Хюдериат. По словам владельцев, это место подойдет не только для новичков, но и также для опытных серферов. Более того, по замыслу организаторов, это место будет использоваться для проведения международных соревнований. Вообще, власти Арабских Эмиратов создают невообразимое. Вот тебе парк посреди пустыни, самое высокое здание в мире, каток, горнолыжный склон, океанариум, насыпной остров. Теперь еще и искусственная площадка для серфинга под открытым небом. Вообще, все 100 удовольствий, которые можно себе только представить. Проект выглядит многообещающе. Думаю, количество серферов в Арабских Эмиратах увеличится. Ну,
как минимум на меня одного точно. Когда мы с вами говорим про Дубай, первое, что приходит на ум, это, конечно же, Дубай-Марина, Бурдж-Халифа и насыпной остров Пальмы Джумейра, который считают 8-м чудом света. Но мало кто знает, что таких пальм должно было быть несколько. По замыслу властей в начале нулевых должны были построить 3 насыпных острова в виде пальмы, насыпные острова в виде карты мира и также ряд других островов. Это должно было кратно увеличить береговую линию. Но кризис 2008 года внес существенные корректировки. К тому времени была готова Пальма Джумейра, и ее начали застраивать виллами и резиденциями. Пальму Джебел-Али и острова World Island насыпали, но не успели застроить. Третья пальма и вовсе не похожа на пальму. Сейчас это выглядит больше как обычные острова, которые называются Dubai Islands. Кстати говоря, некоторые застройщики начали застраивать эти острова в прошлом году, где вы можете приобрести недвижимость по доступным ценам. Но сейчас речь не об этом. Пальму Джебел-Али, которую бросили 15 лет назад, начали застраивать. Мастер-застройщик Нахил, который отвечает за освоение пальмы, заключил контрактов на 810 миллионов дирхам. В первую очередь будут укреплять основание пальмы и засыпать пляжи песком. Также пальму Джебел-Али соединят с основной трассой Дубая Шейх Зайед Роад. Застройщик уже продал более 700 вилл, строительство которых завершится к концу 2026 года. Когда был старт продаж, это был сумасшедший аншлаг. Толпы брокеров и желающих приобрести виллу именно на пальме Джебел-Али. Минимальная стоимость такой виллы была от 20 миллионов дирхам. Но также продавались виллы и за 35 миллионов дирхам, что составляет около 10 миллионов долларов. Ожидается, что пальма Джебел-Али будет вмещать около 35 тысяч богатых семей. Видимо, сверхбогатых людей в Дубае становится слишком много, и пальма Джумейра такое количество миллионеров с их мешками денег может просто не выдержать. Посмотрим, как будет продвигаться строительство новой пальмы. А еще, к слову, о безопасности в Дубае. На днях на дороге один доставщик на мотоцикле намеренно сбил другого. На следующий день его нашли, арестовали и депортировали. Подобные ситуации для Дубая неприемлемы. Этой осенью в Абу-Даби со своим концертом приедет группа Backstreet Boys. Концерт пройдет в Этихад-Арена 23 октября. На официальном сайте билеты уже все распроданы, но если вы являетесь фанатом этой группы, самое время искать перекупов. Помимо этого, в Абу-Даби возвращается мировой спорт. 4 и 6 октября пройдут баскетбольные матчи NBA, а 26 октября UFC 308. В Дубае должно быть не менее жарко, потому что сюда приезжают со своими концертами Руки Вверх и Валерий Меладзе. Эти артисты собирают полный зала, даже если их концерты организовывать каждый месяц. В конце октября будет шоу импровизации. Но в Дубай также приезжают и мировые звезды. 12 декабря пройдет концерт группы 30 Seconds to Mars. Любителям Джареда Лето желаю удачи в поисках билетов. На этом сегодня все. С вас лайк и подписка, а с меня новый выпуск горящих новостей. Смотрите другие видео на моем канале. Меня зовут Михаил Слободчиков. Не только продаю недвижимость в Арабских Эмиратах и делаю иксы своим клиентам, но и создаю полезный контент для вас. Увидимся через неделю.